чтобы создать фактуру ткани, мы сначала будем ее разрисовывать и потом добавлять все остальные материалы. Сначала я смачиваю ткань водой для того, чтобы краска быстрее, лучше расходилась у меня по ткани. И я буду миксовать два оттенка. Один оттенок у меня более сливовый, а один оттенок у меня более бордовый краски. И сверху я еще добавлю немного золотой краски. И уже потом буду наносить поталь. Краска наносится постепенно, равномерно, просто распределяется. И учитывается то, что на разной ткани краска совершенно по-разному может себя вести. Одна и та же краска, но уже другая ткань, и она будет совсем по-другому растекаться, она будет по-другому высыхать. Поэтому вы всегда, когда работаете с новой тканью, делаете тестовые образцы для того, чтобы понимать, что у вас получится в итоге, как будет это все выглядеть в итоге. Потому что иногда бывает пятнами может лечь краска. И здесь вы можете сделать и один оттенок. Я постаралась сделать микс двух оттенков и потом еще добавив золото. Но вы можете вообще взять один оттенок, потом у вас будет сверху поталь, и в принципе для этой работы этого может быть вполне достаточно, потому что сверху еще пойдут материалы, еще все будет перекрываться. Но смотрите, если вам хочется поэкспериментировать и посмотреть, как это будет смотреться, то тогда можете еще добавлять что-то другое, экспериментировать. И вот я еще в центре добавляю более таких темных, ярких оттенков. И как видите, никакой такой схемы нет. Я просто распределяю равномерно краску по тому фрагменту, где у меня будет потом идти вышивка. И тоже я смотрю, насколько сочетается тот оттенок, который у меня уже получается на ткани с основным цветком. И вот так у меня выглядит ткань, когда она уже высохла. Теперь я выкладываю приблизительно, где у меня будет расположен цветок, для того, чтобы понять, куда мне наносить клей, на какие участки, чтобы не заполнять центр, не тратить материалы на то место, где все равно ничего не будет видно и будет закрыто цветком. То есть вы тоже можете так примерить, посмотреть приблизительно, какую площадь это будет занимать, и потом уже ложить клей. Теперь я наношу клей для потали просто такими дрожками, где у меня будет приклеена поталь. Клей нужно немного подождать, чтобы он подсох, тогда поталь намного лучше прилипает, чем если
ложить поталь на мокрый, не подсохший клей, она не совсем хорошо прихватывается. И мы просто накладываем поталь, ждем, пока она прихватится. И так распределяем по тем местам, где у нас нанесен клей. Потали нужно дать просохнуть 24 часа. И после этого можно уже будет наносить лак. И вот так все выглядит, когда я нанесла поталь. Теперь все это нужно закрепить лаком для потали. Я просто промазываю всю площадь, закрепляю все. И тоже где-то 24 часа она должна хорошо просохнуть. Но в принципе в нашей работе вы просто можете подождать, пока просохнет, и дальше она не липнет, ничего такого не происходит. То есть там 3-4 часа достаточно, чтобы она высохла, и продолжить дальше работать. Следующим этапом в создании фактуры у нас будет добавление кружева гипюра. Ну вот у меня гипюр, и он тоже, вот видите, с такой золотинкой. И можно увидеть, что в те места, где я не закрывала по талию, в те места я прокладываю это кружево.
И у нас уже такой получается рельеф. И где-то у нас остается прокрашенная ткань без потали видна. Дальше у нас идет слой, где просто поталь. И еще третий у нас идет для рельефа слой, где у нас есть кружево. И потом, когда мы сверху будем еще нашивать вермишель, это создаст очень красивый, интересный рельеф и такие своеобразные переходы. Кружево постепенно все выкладывается, можно вот прикладывать целый кусок для того, чтобы посмотреть, где что, куда лучше положить. То есть вы смотрите, где длинненькую вырезать тканюшку, где наоборот более кругленькую положить или овальную. То есть смотрите, как это будет интереснее смотреться на самой работе. Где-то можно делать более тонкие дорожки, где-то более широкие. То есть мы играемся и создаем необходимый рельеф нам, который будет подходить и который будет интересно смотреться. Вот поближе можно увидеть, что уже появляется такая многоуровневость. И издалека вообще непонятно, что эта ткань создавалась. И потом нужно подобрать материалы, которые вы будете использовать. Я брала пайетки по 3 миллиметра. У меня было 2 или 3 вида бисера. И это все нужно просто будет смешать. То есть мы набираем на нить уже перемешанные в спиннере все бусинки и пайетки. Вот таким образом вот все у меня перемешано. И вот так я и набираю на спиннер. То есть не надо специально там что-то чередовать. Вот таким образом идет набор на нить. Они сами перемешаются хаотично, и это будет смотреться хорошо. Вот пробная дорожка, которую я сделала, и видно, что все как бы интересно смотрится, и чередование материалов. И теперь нужно просто расшить точно так же все остальные дорожки. Мы прошивать будем только по кружеву. То есть те места, где у нас нет кружева, мы их не трогаем. Мы будем на них немного заходить, но они остаются у нас без вышивки. Кружево у меня просто приколото булавочками, я его не приметывала. Если вам тяжело так пришивать, тогда вы можете приметать кружево по краю, и тогда вы будете видеть край, возможно, вам так будет проще. Если нормально работать с булавками, просто приколоть кружево, тогда делайте с булавками. И здесь мы просто делаем контур вермишелью. То есть то, что мы уже с вами проходили. Просто у нас идет чередование пайеток и бисера. Мы подтягиваем на нить по одной бисеринки, по одной пайетке. Если где-то будут места, где будет захватываться, например, 2 бисериночки или там бисеринка, пайетка, вы можете так и оставлять, оно тоже будет смотреться красиво. То есть здесь не всегда обязательно прям только по одной бусинке пришивать. Вы можете вообще формировать больше объем, там захватывая даже 3
3 бусинки, и это будет тоже интересно смотреться. Просто вы должны сразу понимать, что у вас будет на лицевой стороне, как это будет выглядеть, где, в каком месте у вас тогда будет больше объем с лица и где он будет ниже идти. И все, чтобы вы понимали, что у вас в итоге будет получаться, чтобы потом просто это все не переделывать. Я взяла золотую нить, потому что основной фон, он все равно получается оттеняется золотым, и подбирая разные нити, мне все равно захотелось взять золото для того, чтобы еще больше это золото подчеркнуть. И нить, она абсолютно визуально не мешала, она очень гармонично и интересно вписывалась вообще в этот рисунок. Поэтому обращайте внимание на то, когда вы будете подбирать нить именно для работы уже с бисером.
И вот так в итоге выглядит потом эта работа. То есть можно увидеть, да, как идут такие рельефы интересные. И все это интересно между собой сочетается. И там, где в кружеве у вас остается центр не заполнен, он тоже создает свою такую изюминку. То есть не надо прям плотно все забивать. Оставляйте вот эти пространства свободные для того, чтобы работа дышала, не забивая ее плотно. Вы можете, в принципе, оставить и так же, но все-таки я рекомендую поиграть дальше с фактурой. Здесь можно дальше перекрыть поверху все сеточкой, что добавит еще больше многослойности и глубины в эту работу. Может быть, конечно, камера не настолько передает этот эффект, но вживую это смотрится очень интересно и абсолютно непонятно вообще, как это создавалось, что вообще мы там делали, как оно снизу все сделано. Вот, поэтому если вы хотите оставлять это, ну, как своей такой изюминкой, чтобы никто не понимал, как вы это делаете, то вы можете тогда все-таки перекрывать это еще сверху каким-то полупрозрачным материалом. Это может быть просто сетка хаял или еще какая-то легкая ткань. Можно экспериментировать, пробовать, смотреть. Вот, и будет очень даже интересно. Когда я приколола уже булавками по контуру сетку, дальше я снова переворачиваю раму и техники вермишель по краю точно так же беру и пришиваю эту сеточку. Край тогда получается аккуратным, ровным и выглядит заполненным, законченным. Лишнюю сетку, которая у меня осталась, я ее просто ножничками аккуратно после того, как все расшито, срезаю. И все. Как вы поняли с этого урока, что можно создавать совершенно разные фактуры, рельефы, создавая свою какую-то интересную, сложную такую текстуру ткани и делая ее действительно не похожим на то, что мы видим в магазинах, или когда мы не можем иногда найти ткань, которая будет соответствовать той нашей идее. Поэтому пробуйте, экспериментируйте, и я надеюсь, что этот урок сможет в дальнейшем вам быть полезен, и вы будете создавать что-то новое, свое и очень интересное. Вот так в итоге выглядит уже созданная фактура, уже законченная. И теперь нам остается создать только цветок в центре, и наша работа будет готова.